Брук была красивой молодой девушкой, выросшей в счастливой и любящей семье. Однажды отец подарил ей необычный подарок — маленького котенка. Воспитывая его, Брук училась ответственности. К сожалению, однажды девочка скончалась по неизвестным причинам. Во время ее похорон кошка запрыгнула на гроб, и именно тогда произошло нечто невероятное. Брук было всего 6 лет, но она была сильной, красивой и независимой. Она любила проводить время в саду, рассматривая растения и насекомых. Она бегала, прыгала и играла среди деревьев, царапала колени, в общем, весело проводила свое детство. Проживая в маленькой деревушке в Великобритании, жизнь была медленной и тихой. Мать Брук оставалась дома, чтобы присматривать за домом и своим ребенком, а ее отец был моряком, который часто проводил недели, а иногда даже месяцы в море. Брук очень скучала по нему и всегда была рада, когда отец возвращался. Она не только проводила время со своим отцом, но и любила странные и чудесные подарки, которые он ей приносил. За последние несколько лет. Он привез ей ракушки с Карибского пляжа, экзотические скульптуры из какой-то ближневосточной страны, а также книги и игрушки со всей Европы и Америки. Брук с нетерпением стояла у ворот, ожидая, когда ее отец пойдет по улице. На этот раз он отсутствовал 2 месяца и в любой момент должен был вернуться домой. Вдруг она увидела, что отец медленно идет по улице. Брук вскрикнула от радости и побежала к нему, бросившись в его объятия. Она крепко обняла его и поцеловала в щеку. Но кое-что она заметила. Подарка не было. Обычно папа сразу же протягивал ей какую-нибудь вещь в подарочной упаковке, но не в этот раз. Именно тогда он опустился на колени и вложил что-то ей в руку. Она слегка подпрыгнула, почувствовав, как что-то дернулось в ее ладони, посмотрела вниз и увидела крошечного котенка. Отец сказал ей, что это была маленькая кошка. Он попросил ее защищать и ухаживать за ней, как за настоящим человеческим ребенком. Брук была смущена, но ее лицо посветлело, когда она поняла, какая большая ответственность лежит на ее плечах. В течение следующих нескольких недель Брук проводила все свое время с кошкой. Она кормила ее, давала ей пить и даже научила нескольким трюкам. Кошки — очень умные животные, и ее питомец быстро понял, чему его пыталась научить маленькая девочка. Котенок тоже начал расти и за несколько недель стал прыгать и бегать. Брук выносила его на улицу и с обожанием смотрела, как он резвится на траве. Он мог легко убежать и никогда не вернуться, но он всегда находил дорогу к своей хозяйке. Было видно, что между девушкой и кошкой была довольно сильная связь. Но однажды случилась трагедия. Находясь в саду, лежа под большим деревом, Брук внезапно перестала дышать и схватилась за горло. Кошка начала громко мяукать, и через несколько минут родители Брук подошли к окну, чтобы посмотреть, в чем дело. Увидев, что их дочь лежит на земле, они выбежали на улицу и схватили ее. Не обращая внимания на кошку, они затолкали девочку в машину и повезли в ближайшую больницу. Кошка сидела на дереве и смотрела, как удаляется их машина. Прибыв в больницу, врачи быстро начали проверять легкие Брук. У такой молодой и здоровой девушки не должно быть никаких проблем с дыханием. Поэтому было важно, чтобы они сделали сканирование легких, чтобы убедиться, что нет никаких проблем. Времени практически не было, так как недостаток кислорода мог нанести серьезный и непоправимый ущерб. Все это время ее родители наблюдали за происходящим со слезами на глазах. Несмотря на все усилия доктора, к сожалению, Брук была объявлена мертвой. В это время кошка сидела за окном больничной палаты и продолжала царапать стекло, но персонал решил отогнать ее. В больнице не место для таких животных. Ее нельзя было впустить, даже если это было домашнее животное. Когда родители Брук ехали домой, кошка запрыгнула на их машину, снова издав много шума. Пораженные горем люди проигнорировали ее.
Как только они вернулись домой и начали готовиться к похоронам, кошка продолжала пытаться привлечь их внимание. Но у них не было на это времени. Вскоре наступил день похорон Брук. Ее родители, родственники и друзья оплакивали маленькую девочку, неподвижно лежащую в своем маленьком гробу. Крышка была открыта, чтобы люди могли попрощаться. В гробу она выглядела такой хрупкой и невинной, словно была какой-то драгоценной фарфоровой куклой. Многие люди плакали, проходя мимо Брук, гладили ее лицо и целовали в щеку. Кошка сидела на соседнем дереве и наблюдала за происходящим. Время от времени она спрыгивала и бегала вокруг собравшихся, издавая громкий звук. Родители Брук затаили дыхание, когда кошка наконец опустилась вниз и запрыгнула на гроб, с любопытством глядя на тело своей хозяйки. Вдруг животное начало издавать странный жужжащий звук, как будто задавая вопрос. Она прыгала взад и вперед от крышки до краю гроба, а затем обратно. Через несколько минут кошка начала лапкой трогать тело Брук, как будто пытаясь ее разбудить. Родители Брук были тронуты, увидев такое зрелище, и хотя они понимали, что кошка, должно быть, чувствовала свою форму горя, они знали, что она не может оставаться там, тревожа девочку. Они пытались кричать на нее, но она не сдвинулась с места и даже начала лапкой трогать ее рот. Такое поведение выглядело позором для семьи, но скрывало тайный мотив, который все собирались обнаружить. Подойдя к открытому гробу, отец махнул руками, чтобы отпугнуть животное. Кошка вздрогнула и зашипела, но неохотно спрыгнула и перебежала к ближайшему дереву, пристально глядя вниз. Все следили за кошкой, когда она совершала короткий путь, но когда все сосредоточились на гробе, они замерли. Брук сидела. На коленях у нее лежало яблоко размером с грецкий орех. Оно застряло у нее в горле после падения с дерева, под которым девочка лежала в саду. Когда ее срочно доставили в больницу, врачи предположили, что проблема связана с легкими, поэтому они проверили ее только с помощью рентгеновского снимка грудной клетки, который ничего не показал. Горло проверить они не догадались. Недостаток кислорода отправил ее в кому, и она ошибочно была объявлена мертвой, несмотря на то, что все еще могла делать медленные и поверхностные вдохи. Брук посмотрела на мать и отца, которые бросились на нее, обнимая и целуя. Их дочь была жива. Потрясенные, они поняли, что кошка знала об этом с самого начала. Она много раз пыталась передать это сообщение родителям Брук, но они не понимали, и животное, трогающее лицо и рот Брук, было ее способом устранить саму блокировку. К счастью, у кошки было достаточно времени, чтобы спасти жизнь Брук. Дорогие зрители, а как бы вы отреагировали, если бы оказались на похоронах Брук и стали свидетелями происходящего? Как всегда, мы будем рады ответить на ваши комментарии. А также, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.